Всем привет, привет, друзья! С вами Серега, город Краснодар, телеканал Пламя. А, Начался сезон опять печей. В общем, дожди у нас были в Краснодаре, не давали работать. На завершение у меня камин на улице. Заказчик ждет, материала немножко не хватило, поэтому видео скоро будет по камину. Сейчас я взялся за печь под казан и печку Помпея. Так получилось, что человек, он подписан на наш канал, телеканал Пламя. Часто смотрел ролики, и начал искать печника в Краснодаре, и вышел на меня. Оказалось, что это мой сосед вообще, мы тут через 2 квартала живем. Вот, поэтому приступила к работе, купили кирпича. В данном случае, человек обратился ко мне, я ему все просчитал, рассчитал, приступил к работе. Ну и как обычно, я хотел с вами поделиться некими секретами печных дел. Если кто-то сам хочет сделать барбекю комплекс какой-нибудь, там печь, то есть все это дело, можно к Михалычу обратиться, можно задать письменный вопрос. В общем, подписывайтесь. Привет еще подписчикам. Это, то есть, мои друзья, которые... Они узнали, что я выкладываю видео на телеканал Пламя, подписались тоже. Ну, вот, поэтому, некие моменты, вопросы, некие тонкости буду стараться вам дальше рассказывать. Подписывайтесь. В общем, ждите нового видео. Сезон начался, будем работать. Итак, у нас тут небольшой бардак, потому что собирал опалубку, залил вот сейчас плиту. Плита наша, получается, это будет печь Помпея. Нужно будет печь рассчитать так, чтобы у нас стал, так сказать, круг, где будет готовка. Ну и устье. Так. Все это размеры мы сняли, плюс отделка какая-то, плюс кирпичик. Мы это все рассчитали. Собрал я дровник, так сказать. Здесь будут дровишки у нас. Залил плиту. Не забываем, что у нас бетон имеет большое расширение. То есть кирпичик наш... Он имеет меньше расширения, чем сам бетон. То есть металл, самое большое расширение у нас металл идет, потом у нас идет бетон после металла. Значит, чтобы не рвалась наша печь, один из швов у меня вата, я потом подкрашу, для того, чтобы плита наша, если играла, не давила стенки. По кругу проложил я вату, то есть вот ее видно, да? Вот наша базальтовая вата. То есть, чтобы плита, когда расширялась, не давила стенки наших ножек, так назовем. Дальше собрал я опалубку. Из пеноплекса мне удобно ее собирать. Такие ножки я нашел интересные. Они у меня регулируются по высоте. То есть, не надо. Очень удобно. Значит, смотрите. Кирпич у нас имеет такую пустотелое основание, так не основание, а саму форму пустотелую. То есть, что я сделал с плитой? Если мы заливаем плиту, и у нас плита проникает туда, в дырочки вот эти, то тогда она будет монолитная вместе с кирпичом. Я в данный момент забил это все раствором, когда собрал уже плиту, и обмазал это все дело глиной. Почему глиной? Чтобы у нас... Глина, то есть забили мы раствором, глиной обмазали, залили плиту. И по глине уже плита, она с кирпичом не имеет связи никакой. То есть, соответственно, наша плита будет скользить. Если мы зальем плиту, и она уйдет сюда в поры, но она будет у нас нагреваться. Если там столешница возле печи под казан, это не страшно. Но именно на основании вот этой плиты будет печь Помпея, и либо барбекю, она будет нагреваться. То есть мы стелим вату. Такая плотная, типа асбеста, только, лучше асбест, наверное, не стелить. В общем, отбиваем ее температуры. И, соответственно, с расчетом того, что она у нас будет нагреваться, мы делаем ее скользящей. То есть мы забили швы, обмазали глиной, и она у нас играет. Не прилипает к кирпичу, не прилипает к основанию нашей печи, то есть ножкам вот этим. Также сейчас буду делать печь под казан. Нижняя поддувальная дверца я уже установил. Устанавливаю я ее, если мы видели мои прошлые видеоролики, я показывал вам. Она у меня на нагелях дверцы, сверлю нержавеечка, прокладывается вокруг вата.
То есть, как бы она у нас, чтобы не грелась, во-первых, кирпич сильно, ну и чтобы все это играло. Данная установка нам позволяет легко заменить дверь, то есть мы выкручиваем эти шурупы, вытаскиваем дверь и ставим новую. Если вдруг был случай, у меня лопнула петля, а я стоял на проволочке, ну, пришлось, в общем, повозиться с этими делами. Я пришел именно к этому такому вот методу. Значит, сейчас буду выкладывать основание с чернового забутовочного кирпича до... ну, первый ряд забутовочный у меня идет. Затем у меня основание, получается, все это будет с забутовочного кирпича. Только марка кирпича, сразу говорю, должна быть хорошая, не сыпется. Укладываем вату, то есть таким образом у меня вата здесь, все это отбивается от температуры, плюс какие-то там нагревания, какое-то там расширение, чтобы не тревожило нашу лицевую кладку. В общем, ждите следующее видео, я покажу, что я делаю дальше, пошагово фотографию. Значит, задняя стенка тоже ватой, соответственно, все расширения. Не забываем про расширение. То есть у нас, во-первых, от температуры отбиваем, во-вторых, чтобы не толкало наше лицо, чтобы печи наши не рвались. В общем, ждите следующего видео, подписывайтесь на телеканал Пламя, смотрите наши ролики. Печникам, кстати, которые выкладывают свои ролики, привет большой. Классные у вас печки получаются, смотрю ваши ролики с удовольствием. Всем спасибо, пока.